С древних времен люди вмешивались в процесс естественного перемещения животных и растений. Человеческое вмешательство способствовало натурализации экзотических видов животных в европейских водно-болотных угодьях в 20 веке. Грызуны родом из Америки, такие как ондатра и нутрия, распространились в наших экосистемах. В Европе нутрия или коипу является инвазивным видом грызунов, адаптированным к водной среде. Ее естественная среда обитания находится в Южной Америке. Сегодня нутрия распространена в некоторых регионах США, Франции, Испании, ряде балканских стран, Турции, Японии, вокруг Азовского моря за исключением Крыма. Недавно нутрия появилась в Ирландии. В течение долгого времени люди ценили мех нутрии. Ее мягкий и плотный подшерсток покрыт более темным блестящим внешним мехом. Из-за внешнего вида нутрия также была известна как и аргентинский или чилийский бобр. В прошлом меховщики в основном использовали мех нутрии, взятый с живота. Нутрия была завезена в Европу в начале 20 века ради меха и вкусного мяса, однако многие особи сбежали в дикую природу. За последние несколько десятилетий прошлого века нутрия начала появляться в Словакии. В 1955 году нутрия была преднамеренно изгнана из нижнего русла реки Грон, недалеко от словацкого города Железовце. Из-за суровых зим климатические условия в Словакии не идеальны для нутрии. Зимой они часто страдают от обморожения на хвостах, но они все еще живут и размножаются там. Нутрии намного крупнее ондатр. Они могут весить от 10 до 12 килограммов. Их головы выглядят квадратными, и на земле их тела выглядят горбатыми. Их тяжелый хвост длиной от 30 до 45 сантиметров, похож на крысиный. Они узко сплюснуты, как у ондатр, или широкие и плоские, как у бобров. У нутрии есть усы, маленькие глаза и беловатый мех вокруг рта и носа. Усы помогают им найти еду в воде. Их оранжево-красные резцы типичны для нутрий, и они позволяют им грызть под водой, как бобры. Их задние ноги перепончатые и приспособлены для плавания. Агрессивный потенциал нутрии. Нутрия может определенно проявлять агрессивное поведение, когда они чувствуют себя загнанными в ловушку. Иногда проявляется этот аспект их поведения. Они могут действовать яростно и часто наносят физический вред не только людям, но и домашним животным. Из-за этого очень важно быть осторожными в компании нутрии. Если вы когда-нибудь заметите животное, которое соответствует описанию нутрии, помните, что оно действительно способно быть опасным. Ссоры между домашними животными и нутрией обычно происходят в летнее время. Нутрии сильно сфокусированы на территории, что часто является причиной их грубых поведенческих моделей. Они иногда дерутся с домашними собаками. Если собака приближается к нутрии, нутрия может ответить атакой, что может закончиться царапинами и укусами. Травмы собак иногда требуют наложения швов, поэтому никогда не позволяйте своей собаке приближаться к нутрии. Когда вы выходите на улицу, убедитесь, что они на надежных поводках. Если нутрия нападет на вашу собаку, немедленно обратитесь за ветеринарной помощью. Нападение нутрий на людей и домашних питомцев. Как известно, нутрии атакуют, если загнаны в угол, и они могут нести опасные заболевания, которыми могут быть заражены люди и животные, с которыми они вступают в контакт. Этот грызун очень быстро размножается. Но нутрия никогда нацеленно не идет на нападение человека, если не заражена болезнью, как бешенство. Чаще они будут конфликтовать с домашними животными, чем с человеком. Были случаи, когда собаки атаковали нутрию и проигрывали бои. Иногда это заканчивалось смертью домашнего питомца. Острые зубы нутрии способны перегрызть не только поверхностные ткани, но и мышцы и даже кости. Нападения же нутрий на людей происходили, когда человек близко оказывался возле этого животного, или же просто не замечал нутрию в траве. Как правило, в таких случаях нутрия быстро кусала и убегала. В одном случае в 2009 году в штате Луизиана в супермаркете Walmart нутрия выбежала из стойки с продуктами Coca-Cola, в результате чего женщина испугалась и переехала свою собственную ногу магазина тележкой. По сообщениям, она якобы получила перелом ноги и повредила нерв. Она подала в суд на супермаркет. Она утверждала, что сотрудники посмеялись над ее травмой, сказав ей, что у нее была встреча с Норманом, имя которого не даровали нутрии, приходившей к ним. В иске женщины утверждается, что супермаркет проявлял небрежность, не предупредив ее о Нормане, не предприняв адекватных усилий по поимке и удалению нутрии, и не приняв шагов, чтобы защитить ее от Нормана и от ее собственной тележки. Вывод. Нутрия абсолютно безопасна для человека, но лучше от нее держаться подальше и не позволять питомцам приближаться к ней. Подписывайтесь на канал, если не подписались.
и до скорой встречи. Всем пока!